Приветствуем! Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород и цветы. Желаем вам крепкого здоровья и здоровья вашим зеленым питомцам. И особенно сегодня речь пойдет о огурцах. И вот эти огурцы и название такое, что нужно делать, чтобы ваши огурцы весь сезон плодоносили и были здоровы. И почему нельзя в этом большом количестве разных препаратов, растворов, нельзя использовать один из препаратов, который я лет 5 назад испытала, попробовала и имела такой, опыт. Это всегда тоже позитив, потому что я уже знаю, что теперь нельзя это делать и не делаю. И точно так же хочу поделиться этой информацией для вас, чтобы вы тоже знали и задумались об этом. Итак, огурцы. Огурцы любят комплексное питание, и лучше всего это делать под корни. Но у нас корешки, мы вам видео снова же сноску сделаю, как мы высаживаем. Высаживаем сразу же там много, во-первых, и почва подготовлена с осени, и сидираты, а затем мы при посадке использовали рыбную, мясокостную муку, кормовые дрожжи использовали. И вот это все вместе в комплексе. Затем полили фитоспорин вот это в начальной стадии вообще больше никаких удобрений и подкормок не делают. Только защита от вредителей, и от болезней. Это будет отдельная тема, и я посвящу отдельное видео, как я защищаю огурцы. Но в данном случае у нас идет речь, я начиталась 5 лет назад о том, что вот такой препарат называется борная кислота. Удобрение с фунгицидным эффектом. Я сделала раствор и обработала, причем маленькую дозу взяла, меньше, чем предлагалось. Я даже взяла половину кофейной ложечки, это совсем чуть-чуть. Обработала огурцы. Да, действительно, эффект очень хороший в плане того, что заболеваемости не было. И год был очень хороший, теплый, проблем не было. А затем где-то до месяца, 3 недели точно, плодоношение было идеальное. Огурцы действительно, я только успевала собирать, нарастали. И потом я заметила, где-то через 2 недели, вот они поднялись ввысь, и вот эти листики, вот это стало таким твердым, жестким, как будто бы это пластмассовое, пластик. И, естественно, хорошо, что я тогда не все огурцы, просто взяла 2 кустика и обрабатывала. И увидела, что те вот такие мягенькие, вот видите, они сейчас мягкие, нежные мои любимые огурчики. А те просто остановились в росте, дошли еще чуть-чуть, подросли. Огурцы я все собрала, до верха вот это подросло. Опускать нечего и не растет. Опустила, снова же поливала, подкармливала, как обычно. Но они не росли. Вот эта точка роста остановилась. Вот я призадумалась, что это такое, почему. А остальное все как обычно делала. Как и все, зеленые удобрения использовала для подкормочки, молочко. Далее при обработке использовала кислое молоко, сыворотку, то есть. Это отдельная тема по защите огурцов. Снова же возвращаюсь к этой теме. И хочу предупредить, что одно из следующих видео будет посвящено именно этой теме. А на следующий год я попробовала провести вот такие обработки молочным коктейлем. Обрабатывала томаты рядом, да, и думаю, обработаю пару кустиков. То же самое. Обработала. Урожайность сумасшедшая. Как некоторые пишут, что не успеваешь собирать. Успеваешь собирать, мы обработали, на этих огурчиках получили хороший урожай. Они тоже дошли до верхушки, даже полностью до верхушки не дошли. И стали жесткие. Я просто тогда, у меня не было еще возможности аппаратуры снимать, я не снимала. Но я была просто шокирована этим опытом. И, в общем, 2 куста у меня никак не получилось. Хорошо, что я умею размножать пасынками. Я взяла пасынки других кустиков и посадила снова же. И без обработок у меня получилось, что вот такие они, вот нежные, видите, они зелененькие, они растут где-то на 10-15 суток, когда вот благоприятные условия, они поднимаются ввысь каждые сутки. Вот, смотрите, тоже мягенькие листики, нежные, мягкие. Вот поэтому я обрабатываю свои растения. В основном подкормка у меня идет под
корень, а здесь вот добавляю только к этим препаратам, которые или раствором народным, аптечным, которые используют для защиты огурцов, я добавляю только иногда комплексные органические удобрения. Да, там есть бор, но там незначительная частица этого вещества, поэтому вот эту вещь, которая называется борная кислота, я не использую больше на обработке огурцов. Это все хорошо на короткий период, а нам огурцы нужны на весь сезон. Поэтому лучше бережно, нежно, с любовью, постепенно. Не стремлюсь просто сразу и очень много получить огурчиков. Пусть они плодоносят весь сезон. Сейчас они у меня плодоносят до последнего момента. Это в сентябре бывает, когда уже сильно холодно, я уже не могу сохранить тепло для них. Я их выращиваю в один стебель. У меня есть видео, буду снова же показывать по вашей просьбе, как это я делаю. Пока они не поднимутся кверху, я их не трогаю, пока они вот растут. Мы их сейчас еще холодно, на ночь укрываем в агроволокно, здесь делаем такой вигвамчик. Вот, и утром открываем и снова же закрываем, открываем теплицу, потому что на улице еще по-прежнему холодно, холодные циклоны приходят, уходят. Ну что ж, я сделала такую подсказку и надеюсь, вы поняли, почему, что происходит. Это есть и опыты химиков, физиков. Да, квантовая физика сейчас тоже знает, что новая материя, и вот с этими кислотами различными нужно очень аккуратно. Даже если чисто борная кислота, не борная кислота, а бор, тоже очень аккуратно. Нельзя сделать так, чтобы вот так сразу выдало урожай, а потом растение ничего не смогло делать дальше, не выдавать запрограммированную как раз вот задачу давать урожай. Я хочу вам сказать, что сколько бы вам ни рассказывали, я уже в этом убедилась на практике, что будете ведрами собирать огурцы, если вот что-то сделаете. Есть программа у каждого живого на земле растения, и каждое живое растение может выдать ровно столько, сколько оно может выдать, но не более. Даже если ему там чего-то особое будешь, хотя золотом его туда напичкивай или танцуй перед ним. Так что будьте внимательны с борной кислотой. Я ее на огурцах не использую. И огурцы имеют до самого такого похолодания уже осеннего, когда уже просто-напросто температура опускается так, что они не могут расти. Ну что ж, Раиса Горяченко и Александр Волик подготовили это видео. Ответ, кстати, были вопросы у меня по борной кислоте на огурцах. Я вам отвечаю на этот вопрос. Мы подготовили это видео. Прощаемся с вами. До новых встреч в новых видео. Всего вам самого доброго.